Привет, меня зовут Стас, я живу в Польше 8 лет, мы говорим здесь о бизнесе в Польше, и сегодня мы поговорим о том, как завести деньги в Польшу, как завозить валюту, что такое декларация денег на границе, как потом ваши миллионы вносить на банковские счета, чтобы точно с этим не было проблем. В общем, обо всем этом сегодня. И первое, с чего мы начнем, это со стандартного запроса, кейса, который я часто слышу на платных консультациях с нашими клиентами. Стас, есть сумма денег, обычно это больше 10 тысяч евро, потому что все вы знаете, что через границу можно провозить до 10 тысяч евро, не декларируя эту сумму. Все, что выше, ты обязан декларировать. И это, кстати, касается и каких-то ценных бумаг, золота и там бриллиантов, да, если они у вас есть. И стандартный кейс такой, есть сумма денег 40 тысяч евро, долларов, да, 80 тысяч, 100 тысяч, ну вот какие-то такие цифры. Как их правильно завести, как их задекларировать, как сделать так, чтобы не было потом проблем, стоит ли их декларировать и вообще, что это означает. И первое, что важно понимать, это понятие AML. Anti-Money Laundering. Если простыми словами, то это специальная система законов, которая была принята в Европе по отмыванию грязных денег. Это некий свод законов и правил, где вся Европа, весь Европейский Союз договорился и сказал, что окей, давайте как-то бороться с черными деньгами, которые могут к нам потенциально поступать в Европейский Союз, и будем там разные вещи применять. Как на входе в страну, так и на выходе, так и в банковской системе, да, разные инструменты применять, чтобы как-то обезопасить каждую из стран Евросоюза. Собственно, в том числе в этом законе и в этом своде правил говорится о вот этой сумме в 10 тысяч евро. И Европа очень, скажем так, переживает на этот счет, да, они очень сильно за этим следят. Все знают, что когда речь идет о Европе, то по-любому надо все делать легально, да, и все над этим заморачиваются. Поэтому все, что будет говориться дальше, это история в рамках вот этого AML, да, в рамках этой анти-черных денег, да, и это будет прослеживаться как и в банковских структурах, так и на границе. Как я сказал, через границу можно перевозить, не декларируя, до 10 тысяч евро. Все, что выше, вы обязаны задекларировать. И тут возникает вопрос, я обязан задекларировать, а что будет, ну, зная наш украинский пытливый ум, да, а что будет, если я не задекларирую? Или что будет, если я задекларирую сумму меньше и так далее? В общем-то, закон говорит, что вы должны это сделать. Делать это или нет, решаете вы. У меня есть люди, которые там просто знакомые, да, которые провозили там большую сумму и не декларировали ее, потому что на самом деле там 50 тысяч долларов – это не очень большая пачечка денег, да. Были такие люди, но я сторонник того, чтобы сразу на входе это все декларировать и потом не иметь проблем, о которых мы сейчас дальше поговорим. Декларация денег на границе. Вы заполняете специальную такую анкету, сейчас вы ее где-то здесь увидите. Возможно, она уже видоизменилась, но в целом сами принципы остались такие же. Ты пишешь информацию о себе, о том, кто ты, физическое или юридическое лицо, куда ты едешь, какую конкретную сумму ты провозишь. Очень важно написать именно точную сумму. Придираться к этому никто не будет, но как бы, если придерутся, как бы комар носа не должен подточить. Да? Пишите четкую сумму, пишите вид пересечения границы, это очень логично. Если вы на поезде, то вы указываете галочку, что вы на поезде, если самолет, то самолет. Ну и как бы вот так вот выглядит процесс декларации. Куда они там дальше эту информацию вносят, я честно не знаю, но скорее всего где-то там это записывают, где-то себе оставляют. Интересный вопрос поступил от оператора, платишь ли ты с этого сумму? То есть платишь ли ты с этого какие-то налоги, какой-то процент от чего-то там. То, что я знаю, то, что я начитал в интернете и знаю от предпринимателей, которые декларировали деньги, они не платили никаких процентов за это. Напишите в комментариях, так ли это на самом деле, потому что здесь я не претендую на истину в последней инстанции. Да. Почему ты не платишь с этого деньги? Потому что если у тебя есть такая вещь, как источник денежных средств и возможность показать это происхождение денег, то почему ты должен платить еще раз с чего-то там налог? Да? Если ты в Украине ФОП, частный предприниматель, ты заработал деньги, завозишь в Польшу 20 тысяч евро, декларируешь их на границе, если у тебя появляются какие-то вопросы, то ты говоришь, вот моя там справка о уплаченных налогах,
какие проблемы, почему я обязан платить еще какие-то 2-5% или еще что-то за то, что я тупо завожу деньги. Но напишите в комментариях, может у вас была другая история, потому что я слышал, мне кто-то говорил, что он платил 2%. Откуда эти 2% взялись, почему 2, а не 3 или 1 или 5? Мне на самом деле интересно. В общем-то, на границе вы декларируете эти средства и дальше заезжаете там в Польшу и можете ими пользоваться, что самое важное, потому что дальше возникает важный вопрос, как мне положить эти деньги в банк, Станислав, что если я провожу $1 миллион в чемодане, да, как мне их положить в банк, как сделать так, чтобы их не заблокировали и так далее. В банках это обычно работает таким образом. Вы можете положить деньги, даже там какую-то большую сумму, ну там типа $50 000, даже, возможно, вам повезет, и вы сможете это сделать одним платежом, то есть прийти и просто 50 000 отсчитать в кассе кассиру, да, и он такой взял их и положил вам там на ваш личный счет. Но обычно проблема начинается тогда, когда ты хочешь эти деньги куда-то отправить. Вот. И когда ты их отправляешь, тебе говорят такую фразу «Прошу пана, скąd pieniądze?». То есть тебе говорят «Здрасте, пан, откуда деньги?». Да? Такая вот история прилетала нескольким там моим знакомым. И здесь начинается самое интересное. Здесь как раз-таки может и быть обнаружена история, задекларировал ты их или нет при ввозе. Здесь может быть история с тем, покажите происхождение ваших денежных средств. И теперь так, если все делать по-нормальному, по-белому, то у вас есть официально заработанная сумма денег в Украине. Вы ее задекларировали при ввозе сюда, в Польшу. Вы положили эти деньги на свой личный банковский счет, чтобы купить недвижимость. В законе, кстати, так и написано, что более того, ты когда делаешь декларацию, ты должен писать, зачем ты возишь эту сумму денег. И ты прям можешь указать, там, я хочу купить недвижку. Да, это нормальная легальная история. Вот. Официально их завез, задекларировал, у тебя есть подтверждение официального источника средств, да, откуда эти деньги. Деньги могут быть с продажи акций, с продажи недвижимости, вам их чисто технически могут подарить. Ну и, собственно, понятно, зарплата, бизнес и вот все такие налоги, все такие деньги, с которых вы уплатили легальные налоги. Банк может спросить, откуда деньги. В идеале вам показать, что деньги были задекларированы, какую-то бумажку, которую выдадут на границе, и скорее всего этого будет недостаточно, и они также попросят какую-то справку о происхождении денег. Собственно, это то, что я сказал до этого. Договор купли-продажи вашей недвижимости. Ну, условно, если вы там $100 000 завезли, да, то, ну, наверное, показать справку о доходах будет недостаточно, да, могут быть вопросы. Если сумма поменьше, то может быть даже достаточно справки просто о ваших доходах, о том, что вы заплатили налоги. Да, и важно не забывать, что эти все справки попросят перевести на польский язык у przysięgły tłumacz, то есть у присяжного переводчика. Это как бы, ну, мелочи, да, то есть там, я не знаю, $50 потратите на это, но такая история тоже будет. И дальше банк просто это все, служба безопасности банка это все акцептует, принимает, и если все окей, то дает возможность пользоваться вам средствами. Иногда бывает так, что банк блочит транзакцию на входе, то есть, допустим, вы пришли, скажем, там, в Santander Bank или в Millennium, хотите в кассу положить 40 000, и вам говорят, что ай-яй-яй, максимум 10 000, и вообще напишите мне расписку, откуда деньги. То есть прям на входе у вас уже могут там на всякий случай спросить, потому что вот этот AML, Anti-Money Laundering, вот эту программу очень, то есть все банки, любой банкир в любом банке проходил обучение и какой-то тренинг на эту тему, и там очень большие штрафы у банка, у человека, который эти деньги принял, если они были серые, да, поэтому все как бы этого очень боятся. Давайте подрезюмируем. Я раньше этой темы тоже немножко боялся, типа, декларация денег, я такой их задекларировал, а у меня на границе пограничник раз из руки у меня эти $15 000 выхватил и забрал, и сказал, буду разбираться, пока не разберусь, откуда деньги, не отдам, да, то есть это не так все происходит. Ты просто показываешь деньги, там, считаешь при них или они при тебе считают, указываешь там источники дохода, куда везешь, зачем завозишь, с какой целью, ну и как бы и все окей, как говорят поляки, wszystko gra. Да, и ты нормальный белый человек, ты не прячешься, у тебя нет потом проблем с банками или еще с чем-то. У меня был такой кейс, знакомый покупал машину дорогую, ну, там он занимается криптой, а крипта, сами понимаете, какие там расклады. Нужно было заплатить налог. Налог ПЦЦ – это налог на покупку машины. Он приходит в госорган, и
там налог за покупку машины был, ну, какая-то бешеная цифра, ну, там, а-ля 15 тысяч злотых, да, пусть будет. То есть, ну, для этого инспектора это его, там, типа, 3 зарплаты или 4 зарплаты, да, за 4 месяца. И она такая смотрит на него круглыми глазами и говорит прям там ему, что я не приму у вас оплату этого налога, пока вы мне не напишете расписку, откуда у вас было столько денег, чтобы купить такую машину. И он написал какую-то там историю, да, я не знаю, чем это все закончилось, но вроде бы он заплатил этот налог. Но чтобы в такие ситуации не попадать, задекларируйте на входе, точно знаете, что на эту сумму у вас есть подтверждение о происхождении этой суммы, да, этих средств, и спите спокойно, пользуйтесь этими деньгами здесь, пожалуйста, тратьте их там и покупайте недвижку, машины, инвестируйте в европейскую экономику. На этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И обязательно напишите по поводу 2% и вообще того, берут ли с этого именно деньги, потому что та информация, которая у меня есть, вроде как бы не берут. Да? Может, с вас взяли какие-то деньги, какую-то пошлину. Если вам нужна помощь в бизнесе в Польше, регистрации компании, в бухгалтерии, пишите мне под этим видео, скину контакты, либо под видео есть контакты. Пока!